Кто такие сибирские астеки? Когда Ермак пришел в Сибирь, он обнаружил там не только воинственных сибирских татар, но и миролюбивых аборигенов, которые поставляли ему пушнину и не слишком умели воевать. Сначала астеками называли башкир, в устье Камы, но по мере продвижения на восток, этот термин стал нарицательным для сибирских татар, а заиртышом для разнообразных туземцев Сибири. Истяк было названием башкир у соседних ногайских татар, потому никогда самими сибиряками не употреблялось и стало лишь эконимом. Так писали об астеках современники XIX века. Астеки бреют голову наголо, не оставляя сзади висеть косу, как у мугалов, что выглядит некрасиво. Они скоблят подбородок обычным ножом, который умеют очень остро наточить. Женщины носят косы, которые свободно свисают на грудь, и кольца или цепи из железа, меди или иногда серебра в ушах. Этот народ беден и ведет жалкий образ жизни, ходит очень скудно одетым в одежду из рыбьей кожи. Маленькие дети ходят большей частью нагими. Стоит отметить, как хорошо эти люди переносят холод. Они худые и плохо сложены. По всей видимости, эти народы являются коренными сибиряками. Антропологически они являются переходным звеном между европеоидами и монголоидами, которую часто называют уралоидной расой. Ее образование – спорный вопрос. Одни утверждают, что уралоиды – результат смешения европеоидов в Сибири бронзового века и ранних монголоидов, другие – это результат адаптации европеоидов к суровому климату, а третьи – это отдельный антропологический тип. Предки астеков жили в той же зоне обитания, где и теперь занимает таежную и лесную зоны Сибири. По мере отступления ледника, астеки двигались на север, пока не дошли до полярных областей. Генотип астеков демонстрирует гаплотипы как древнеевропейского населения Ю4, так и группу Q, доминирующую среди американских индейцев. Таким образом, астеки – родственники как американских индейцев, так и европейцев каменного века. Антропология астеков легко узнаваема. Невысокий рост, енисейские кьоты, самые низкорослые в Евразии, 154 сантиметра. Смуглая кожа и темные волосы, закопченность, как описывали ее. Астеническое сложение, низкая масса тела. Короткие ноги при длинных руках. Широкое и круглое лицо при длинной голове. Астеки часто жили в лесных чащах, где спасались от комариного гнуса обильным выжиганием дегтя в ядрах, что делало их легко узнаваемым издалека по запаху. Либо обитали в речных поймах, где рыли землянки, вход в которые делался так, чтобы войти можно было только со стороны реки, с лодки. Об их нравах писали следующее. У них нет ни ловкости, ни знакомства с оружием и с войной. Ими управляют и держат в покорности различные разрозненные главы из собственного народа. Астеки редко мылись, не знали грамоты и даже свое прошлое никак не фиксировали, проживая каждое поколение заново, без памяти о прошлом. Но были у них и более страшные обычаи. Если им нечего есть, то они съедают, как говорят, друг друга, и в особенности пленных. Родители едят своих детей. Они не носят бороды, голова у них спереди лысая. У этого народа отвратительный обычай, они часто убивают своих стариков и людей, изнуренных трудом, потому что они более не способны работать и не могут ходить и грести. Корни этого обычая, нередкого в сибирских землях времен колонизации, скудная пищевая база зимой, когда долгая стужа вынуждала людей питаться всем, что имелось под рукой. В древности считалось, что женщины астеков очень целомудренны, однако к XIX веку мнение сменилось на противоположное, дескать, среди астеков царит распущенность и половое гостеприимство. Астеки нередко совершали самоубийство, из-за обиды, из-за болезни или если непогода застигла в лесу, то в отчаянии они раздеваются до нога, чтобы быстрее замерзнуть без долгих мучений. При этом отмечались положительные черты астеков: смекалка, добродушность, чувство собственного достоинства сч. Видно, что они, как и тунгусы, добры по натуре, если им дают кусок хлеба, немного пива или водки, они все делят со своими товарищами. Другие сибирские народы более горды, высокомерны и замкнуты. При колонизации Сибири численность астеков была высока, около 200 тысяч человек. Со временем они сильно смешались с русскими, если рядом находился крупный город, и потеряли свою идентичность. Немалую роль сыграл в этом алкоголь, который умышленно продавали им новые хозяева Сибири. От него аборигены Сибири становились агрессивными, склонными к депрессиям, быстро спивались и если не гибли, то свой доход далее тратили на водку. В малых городах и селах астеки могут составлять большинство населения в Западной Сибири, хотя в паспортах имеют другие национальности. Сейчас термин астяк не употребляется в официальных источниках, но в ходу среди сибиряков,
которые называют ими хантов, селькупов, кьотов, манси и даже метисов с русскими, у которых выражена монголоидность.